Засушливый сезон в Юго-Восточной Азии становится серьезным испытанием для всего живого. В этой ситуации даже заболоченное озеро превращается в настоящий спасительный оазис. Однако отдых в таких местах совсем не безопасен, ведь под водной гладью скрывается огромный монстр, который терпеливо ждет очередную крупную жертву. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – свирепый болотный крокодил. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Болотный крокодил или магер – близкий родственник гребнистого крокодила, однако несколько уступающий ему в размерах. Крупные самцы могут достигать длины свыше 4 метров и весить более 300 килограмм, но чаще их длина ближе к 3-метровой отметке. Основным местом обитания крокодилов является полуостров Индостан и прилегающие к нему страны, в частности Шри-Ланка, где находится около 10 тысяч озер и болот, которые являются лучшим местом для засады. Высунув из воды лишь глаза, хищники способны подолгу сохранять неподвижность, усыпляя бдительность окружающих. Стада пятнистых оленей – типичные гости на местных водоемах. Они лучше других знают об угрозе, но у животных просто нет выбора. Между смертью от жажды и опасным водопоем копытные выбирают последнее. Они очень бдительны и при малейшей опасности готовы броситься в рассыпную. Но время идет, и уверенность животных растет. Они заходят все дальше в липкую грязь, приближаясь к смертельной ловушке. Все это время магер терпеливо ждет, до последнего не выдавая свое присутствие. Стоит лишь копытному переступить невидимую черту, как охотник, словно сжатая до предела пружина, молниеносно выпрыгивает из воды и заключает жертву в невероятно сильных челюстях. Паникующее стадо в считанные секунды покидает опасную зону, оставляя оленя 1 на 1 с превосходящим в силах противником. Животное пытается вырваться, но своими действиями лишь привлекает других голодных хищников, которые с радостью разделят трапезу с удачливым охотником. Теперь жертве ничто не поможет. Знаменитое смертельное вращение разрывает плоть, и самые быстрые успевают набить животы, пока на помощь не подоспел еще десяток таких же огромных хищников. За пару минут от еще недавно полного сил копытного не остается и кусочка. Это одни из самых сухопутных крокодилов в мире. Ежедневно магеры проводят вне водоемов до 12 часов. При этом на суше они очень проворны и при необходимости могут бежать со скоростью до 15 км в час, но лишь на коротких дистанциях. Поэтому вдали от воды быстрым копытным нечего бояться. Как и другие хладнокровные, для поддержания температуры тела болотные крокодилы принимают солнечные ванны, не забывая открыть рот, чтобы отвести лишнее тепло от мозга, а также с целью изгнания надоедливых паразитов. Однако засуха губительна для них так же, как и для других животных. Из-за пересыхающих водоемов крокодилы вынуждены группироваться с себе подобными, выдавая свое присутствие и страдая от возросшей конкуренции. Часто спасительной становится падаль. Магеры зарекомендовали себя как превосходные санитары, играющие важную роль в экосистеме. Желудочный сок крокодилов намного эффективнее, чем у других хищников. Его высокая концентрация позволяет растворять кожу, крупные кости и даже копыта, поэтому ни одна часть туши не пропадает напрасно. Крокодилу достаточно чуть более полуметра глубины, чтобы полноценно вести охотничью деятельность. Мишенью крупного хищника может стать даже слоненок. Однако устрашающих размеров мать точно не по зубам даже такому гиганту.
Магер видит адресованное ему послание и решает не рисковать. Азиатские слоны – одни из немногих животных, которые могут без страха приближаться к водоемам. Чаще всего они даже не обращают внимания на опасных пресмыкающихся. Помимо оленей, основной рацион магера состоит из рыбы, змей, птиц, черепах и варанов. Но иногда жертвами крокодила могут стать зомбары, кабаны или даже буйволы. В таких ситуациях совместное усилие приходится как нельзя кстати. Даже такие могучие хищники, как леопарды, которые держат в страхе почти всех соседей, вынуждены держаться на расстоянии от чистого озера и пить грязную воду взамен на безопасность, ведь для крупного магера это идеальная мишень. Увлеченный поисками пищи кабан также может стать легкой добычей. Но не в этот раз. Несмотря на отточенную тактику, огромные челюсти далеко не всегда достигают цели. В большинстве случаев буквально несколько сантиметров отделяют охотника от желанной добычи, но ему приходится вновь занимать исходную позицию. Кстати, название магер произошло от индийского магар, что означает «водяной монстр». И это название вполне заслужено, ведь мишенью крупных особей может стать даже человек. По числу нападений хищник входит в тройку самых опасных крокодилов мира, уступая лишь более крупным родственникам – гребнистому и нильскому. В силу размеров человек не входит в основной рацион рептилии, но это крайне агрессивные и территориальные создания, для которых нападение – лучшая защита. Поэтому к местным водоемам лучше не приближаться. Взрослеют крокодилы довольно медленно, достигая зрелости лишь к 7 годам. При этом срок жизни гигантов может доходить до 40 лет. Соседство с человеком заметно пошатнуло популяцию болотных крокодилов. Сегодня в большинстве мест обитания они находятся под защитой, но общая численность рептилий вряд ли превышает 7000 особей. С ростом населения ситуация усугубляется, поэтому лишь бережное отношение к природе поможет этим древнейшим созданиям царствовать в местных водоемах и поддерживать баланс в экосистеме. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!